Марка Фангченгбао, принадлежащая BYD, готовит к выходу на рынок модель Leopard 3. Это один из двух младших кроссоверов в одноименном семействе. Компактный кроссовер, дебютировавший на пекинском автосалоне под названием Super 3, станет целым семейством. Анонсированы 3 варианта исполнения для разных сценариев эксплуатации. Производство запустят уже в нынешнем году. Китайский Минпром раскрыл технические характеристики новинки, а местные СМИ озвучили предполагаемую цену от 220 тысяч юаней, что соответствует $30 тысяч. На сегодняшний день марка Фангченгбао представлена исключительно гибридными внедорожниками Leopard 5 и Leopard 8, последний также должен появиться в этом году. Если более крупные модели с индексами 5 и 8 комплектуются последовательно гибридными установками, то для Leopard 3 на данный момент заявлена только электрическая двухмоторная силовая установка. Мощность переднего электромотора 150, заднего 272 лошадиных сил. Емкость батареи и запас хода на одной зарядке пока не раскрыты. До 100 км в час кроссовер разгоняется за 4,9 секунды. Максимальная скорость – 200 км в час. Считать Leopard 3 внедорожником или кроссовером – это дело вкуса. Применительно к электромобилям четкого критерия, который позволил бы отличить внедорожник от кроссовера, нет. На углеводородных моделях таким критерием многие считают наличие понижающей передачи в раздаточной коробке. Если она есть и сочетается с хорошей геометрической проходимостью, то перед нами внедорожник. Машину зеленого цвета на официальных изображениях вполне можно принять за внедорожник. У нее наиболее массивные бамперы, зубастые шины, экспедиционный багажник на крыше и полноценная запаска на багажной двери. Черная и кремовая машины на изображениях представляют собой условно-городской и вседорожный варианты Leopard 3. Они имеют более цивильный декор, асфальтовые покрышки, менее дерзкие на вид бамперы. Обычные рейлинги на крыше. Светло-кремовая пятидверка выглядит наиболее скромно и, по всей видимости, предназначена покупателям, не покидающим пределов городов. Черный кроссовер отличается чуть более массивными бамперами. У обеих этих модификаций на багажной двери размещен трапециевидный бокс для мелочей. Интерьер Leopard 3 пока не рассекречен. Несмотря на то, что в модельном ряду Leopard 3 будет самым маленьким, назвать кроссовер компактным никак не получается. Его длина составляет 4605 мм, ширина 1900 мм, а высота 1720 мм. Колесная база 2745 мм. Угол въезда 25 градусов, угол съезда 28 градусов. Снаряженная масса 2150 кг. Штатная размерность шин 235 на 60 R18 либо 245 на 50 R19. Новинка построена на новой платформе BYD DMO, которую делит с Leopard 5. Она имеет полностью плоское днище, что положительно отразится на проходимости. Дебютной моделью бренда Фангченгбао стал среднеразмерный рамный последовательный гибридный внедорожник Leopard 5. Он вышел на китайский рынок в ноябре прошлого года. За первые 4 месяца 2024 года Фангченгбао Leopard 5, по данным Китайской ассоциации автопроизводителей, разошелся в Китае тиражом 13 173 штук, что совсем неплохо с учетом высоких цен. Leopard 5 стоит от 289 до 353 тысяч юаней или от 40 до 48 тысяч долларов. Помимо Leopard 5 и перспективного Leopard 3 к производству планируется и флагманская модель Фангченгбао Leopard 8. Она имеет внушительные размеры, брутальный кузов и мощную силовую установку, отдача которой достигает 952 лошадиных сил. Стоимость этого кроссовера, как уверяют китайские СМИ, составит примерно 500 тысяч юаней или 68 тысяч долларов. Бренд Фангченгбао запускался как глобальный, но пока представлен только в Китае. Спасибо за просмотр. Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале.